Привет, друзья! Сегодняшний наш путь лежит в клинику, во вьетнамскую клинику. Едем мы на такси. Вот наш водитель. От нашего отеля до клиники 15 километров. По стоимости такси здесь они просят километр 15 донгов, 15 тысяч донгов, но мы торговались 10 тысяч, так что имейте в виду, что километр где-то около 10 тысяч донгов. Чего мы едем? В клинику. Почистим пробочки, немножко ушко заложило, и плюс узнаем, сколько же стоит медицина во Вьетнаме. Я думаю, вам будет интересно. Я тебя немножко перебью. От нашего дома до клиники 7 километров. 7 километров? Да. 7 километров получается. Это я что-то, да, напутал. Ну вот, немножко покажу вам улочки. Это город Донг. Сейчас 9 часов утра. Город уже живет вовсю. Катя говорит, здесь, наверное, не ложатся, потому что, да, здесь и до 2 часов тут тусняк, и до 3. Слышно иногда музыка, движуха какая-то. Так, на автобусе до клиники, это клинику, где мы нашли это можно поискать в телеграм-чатах. Там нам подсказали, хорошая клиника, недорого берут, но добраться до туда немножко сложно, потому что автобус не доходит до нее, судя по навигатору. От остановки еще, наверное, около километра пришлось бы пешком идти, поэтому, ну, тут таксист этот подвернулся, можно сказать, уболтал, и мы поехали на такси. Что касается транспорта на Фукуоке, это в основном автобусы, такси и байки. Ну, мы будем на всех, я думаю, передвигаться, потому что в основном автобусы — это такие значимые места, такие значимые туристические они ходят. Если вы, допустим, какие-нибудь уже вне, допустим, это вот клиника, да, это уже на такси или на байке. Ну и на байке, соответственно, все локации, там пляжи, те, которые уже так немножко в отдаленке находятся. И, ребята, если нужно вам, вы скачаете в Play Market маршруты автобуса на Фукуоке. Название Винбус. Он такой со стрелочкой. С галочкой. Вот сейчас. 2 галочки, такое синенькое. Вот оно. Такое приложение. Здесь можете вот разобраться. Здесь вот маршруты. В основном вот нам 17-19 важен. И вот все это. Как он двигается. Так что, если что, скачивайте, пользуйтесь. И такси, приложение какое здесь, Катя, преобладает? Ну, кто говорит Grab, кто Максим. Grab и Максим. Кстати, вот приезжаем в вещевой рынок. Я думаю, может, мы съездим сюда, посмотрим. Grab, по-моему, в основном. Grab. На Фукуоке. Так, вот мы добрались. Наша машинка уезжает. Мы ехали не на такси. Но такси, кстати, здесь тоже стоят. Вот так вот выглядит эта клиника. Ну, сколько там? 5 этажей, наверное. Вот это вход. Сейчас мы зайдем и разузнаем, что сколько стоит почистить ушки. Это такая вот парковочка. В Мапсе нет. Нету. Ну, мы сейчас ее отметим. Я ссылку, если что, дам. Так, вот так она выглядит. Сейчас я пройду, я просто-напросто возьму переводчик, чтобы перевести, потому что здесь мало кто общается. Не то что на английском, но и... Ой, не то что на русском, но и на английском. Но потом уже все расскажу. Вот заполняют на меня карточку. Получается, взяли имя, фамилия, год рождения. Вносят в компьютер, ну и ждем, что же дальше. Вот так вот выглядит так палата или приемная, не знаю. Так, ну это вот врач принимает. Это что у тебя такое лицо? Какое? Озадаченное. Нет, пойдем.
Так, нас зовут, куда-то зовут. Куда-то едем. На третий этаж куда-то едем. Для автомобильных энтузиастов, ищущих способ выразить свою индивидуальность и придать своей машине особое очарование, мы рады представить нашу уникальную подвеску на зеркало заднего вида, которая прекрасно дополнит любую машину и подчеркнет стиль и индивидуальность ее владельца. Будьте оригинальны вместе с нашей подвеской собственного производства. Хай. Ухо. Не слышит. Не слышит. Не слышит ухо. Нужно прочистить. Urai. One, two. Are you from Russia? Руся. Россия. Руся. Снимай. Камера чек? Ой, не смотреть буду. Nghe. Конечно, не будет оно слышать. О. Ай, в нос еще. Боже. Еще и в губы. И в рот. И что у нас там? У вас болит ухо? Small. Я лучше не буду вообще смотреть. Нет, ну ты снимай, но не смотри. Даже смотри, он тоже снимает. Тебе больно? Нет, громко очень. Очень много серы. Они ее высасывают. Главное, доктор снимает тоже. Ой. Заглох аппарат, даже забился. Nghe. Ой, фу. Đây. Я никогда не была бы врачом. Как тебе? Тебе больно, нет? Ну так, не больно, но... Неприятно, да? Дискомфортно? Еще там лезут палочкой или что-то там. И йод, да, наверное, или что это? Ой, тебе там и чистят, наверное, что-то. У нас это все происходит по-другому. Ну да, у нас как-то они не высасывают, а просто промывают водичкой, да, наверное, какой-то. Ну, Смотри, каким-то какое раствором. чистое ухо делает. Вообще чисто, они реально все круто делают. Они реально классно делают. А он все снимает и что-то пишет. Что-то пишет. У нас второе ушко у тебя очень сильно заложено. Очень. Но А что он говорит? заложен ли нос? Ой. И нам какую-то карточку оформили, в общем, не знаю, что это такое. И по стоимости неизвестно, что. Он что-то Так, пишет. спрей чистки для ушей. Спрей для чистки ушей. А, вот это, да? Ага.
Надо купить спрей для чистки ушей. Это в аптеке, я так понимаю, у них, так? Ну, такой, это типа рецепт. Угу. Смотрите, как они пьют. Пьет чай, это или кофе, это холодный, и столько много льда, представляете? Как у них горло не болит? Не знаю, очиститель для ушей. Что-то опять написала, очиститель для ушей. Это все нам надо купить и куда-то пойти теперь. Ребята, чистите уши, но не ватными палочками. Вот все говорят, нельзя чистить ватными палочками, нельзя. Ну, так а чем тогда чистить, я вот не понимаю. Мне произошло что, я ватный начал чистить и туда эту терку затолкал. Получается, не наружу, а туда. Ну, потому что ты в море покупался, и в бассейне это все размякло, и ты туда эту ватную палочку тудух, и все. А? Тебе больно, когда я проверяю? И все, оно обеззараживает, все. Все, и теперь мы идем, я так понимаю, на кассу и в аптеку. И потом скажу вам, сколько это будет все по стоимости. Так, ну вот, друзья, нам почистили. Не нам, а ему. Ага, Он мне. мне предлагал, я отказалась. Ну так. Ну, конечно, у нас это делается по-другому. У нас это промывается как-то водой. Интересно, а что эффективнее все-таки? Ну, не знаю, мне здесь больше понравилось, как бы здесь, потому что они видят все, что происходит в ухе, и они так это аккуратно. Ну, мне здесь больше понравилось, честно говоря. Я даже в Индии тоже чистил уши, но там тоже водой. Здесь так это как-то более так по-современному. Кстати, там же водой, Там водой, да? там водой. Не про ту клинику, про которую я тебя спрашиваю, про Не. деревню, а про хорошую. Про хороший Водой, тоже, да? хороший тоже водой. Ну, у них, конечно, там такой немножко другой шприц. И какая-то вода, она была темная. Ну, я так понимаю, что это марганцовка разведенная. Так, ну и вот мы сейчас посмотрим, что у нас там, какой вердикт вынесут по лечению и по лекарству. Смотрите, даже упаковали Давай в я это. скажу, получается, вот этот вот спрей нужно пырскать 2 раза в каждое ухо по 2 вот этих вот пшик-пшик. Да. Так 2 раза в день. Оно по стоимости 60 тысяч вон. Ой, вон. Донг. Дон. Ну, это около... А прием получился у нас 200 тысяч донг. Да, прием 200 тысяч. Ну и не жалко этих. Ну да, это по 100 тысяч на каждое ухо, но это там... $10 ты отдал за все. Да, где-то это вот все лечение мне обошлось порядка $10. Так, ну теперь самое главное задача, ребята, нам добраться обратно. Hello? Вызвали мы такси, ребята, не стали мы тут мудрить ничего. Вызвали такси по приложению Grab. Окна. Сейчас пристегнуть. Так что скачивайте приложение Grab и тоже пользуйтесь. Но стоимость составила Кинг-Конг. Так, стоимость составила 115 с того места, откуда мы и тронулись, ну, до супермаркета Кинг-Конг. Ну, можно сказать, это наше жилье. Да, и расценочки в такси, вот я, в принципе, немножко даже соврал. Все-таки у них 15 тысяч рупий километр идет. Это мы как бы сторговались удачно, не с таксистом, а ну, просто с простым человеком. Так, если менее 12 километров, 16 500. Это менее 26 километров, это более 26 километров. Вот такие вот расценки. Так что все, вот медицинские все процедуры завершились, все увидели. Если сказать наше мнение, то оно положительное, очень отлично все сделали, качественно, без проблем, ну, здорово. Респект и уважуха вьетнамским врачам. Вы видели тоже, какое оборудование. Все это Катя засняла для вас. Так что мы довольны. Если что, рекомендуем. Если нужна вам ссылочка, я оставлю внизу в описании. Если кому-то понадобится эта клиника. Так что обращайтесь. Ну а мы будем дальше планировать наше путешествие. Оставайтесь с нами. И вы увидите, куда дальше мы поедем. И какие вам локации, достопримечательности Фукуока мы вам еще покажем. И от вас лайк, колокольчики, подписка. Оставайтесь с нами. Пока.